Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Роскош, канал о розах, кошках, феях и немножко о добре. Вот такая вот каминная группа у меня получилась. Здесь мои маленькие феечки, мой светильник-шкатулочка, она же тыквочка. Кстати, очень многие почему-то исключают в осенних декорах синий цвет. Когда нет дождя, посмотрите на небо. Такой синевы неба вы не увидите ни весной, ни летом, ни зимой. Такой синевы неба бывает только осенью. И сегодня мы опять-таки продолжим с вами тему декора. Уже сегодня это будет в комнате. Во многих моих видео часто мелькает вот это вот недоразумение на стене. И недавно приезжала моя подруга, она сейчас в силу обстоятельств живет в другой стране, приезжала на некоторое время, и мне очень понравилась ее фраза, она сказала: Наташа, ну с твоим-то вкусом и вот это на стене, ну не будешь же объяснять, что там было окно, потом там окно исчезло, потом там была дыра. Потом эту дыру мы заложили, вывели под раму окна. Но так как не хватает сил и времени все это доделать, поэтому я это закрыла вот таким интересным плакатиком. Ну что же, будем исправлять эту ситуацию. Выпросила у мужа рейку. Он распилил мне ее на 2 части. Я ее полностью отшлифовала и покрыла 2 слоями акриловой лазурью. Чисто для того, чтобы она не была заусеницами, ее можно было бы протереть, если на нее там пылюка какая-то попадет. В общем, сейчас надо этот уже подсохший проемчик вычистить от пыли, достать молоток и гвоздики и начать развлекаться. А это мой диванчик с новым пледиком, ну и Масяня, естественно. Нашла в секонде вот такой вот пледик, разрезала его пополам, обработала 2 края по срезу и вот так вот его застелила. И мне кажется, очень так вот он уютненько по-осеннему лег сюда с моими тыквами-подушечками. Потому что тот, который мне крестница подарила, он очень пушистый, он такой ближе к акрилу. И он весь в шерсти. А этот вроде как флисовый, я его так определила. И мне кажется, что почистить его будет легче. А тут просто щеткой приходилось вычищать. И на этом вот уже товарищи повалялись. И вроде бы и ничего, так нормально. Мои маленькие гвоздички. Мой любимый молоточек. И погнали забивать наши любимые гвоздики. Что я могу сказать? Рост 1,58 м. Это очень маленький рост. Я все время стою на цыпочках. Спустя 254 года и 2 миллиарда моих нервных клеток я закончила изображать паука. Вот такую вот паутинку я тут наплела. Шаг гвоздиков был 1 сантиметр. Тонкая нитка. Конечно, я хотела ее в натяжку, но где-то она идет в натяжку, где-то не в натяжку. Это роли не играет, потому что на ней будет висеть что-то очень, ну не очень, но достаточно легкое. Давайте так это назовем. А здесь у нас Индия и шпрот. У нас тут, так сказать, смена декораций. Ну, как бы в планах здесь когда-нибудь, когда появится у меня, наконец, крыша нормальная, восстановим дом, и когда-нибудь здесь планировался стеллаж с подсветкой. Но на данном этапе я понимаю, что сюда можно было бы повесить какие-то постеры, но у меня этих постеров нет. Но у меня есть очень интересные кусочки ткани. Вот такой вот кусочек ткани, смотрите, какой прикольный. Вот такой вот кусочек ткани с грибочками. Вот такой вот с листочками. И у меня есть очень много разного картона. Поэтому, в принципе-то, роль постеров у меня будет выполнять картон и ткань. И весь остальной декор мне тоже нужно было сделать очень-очень легким.
Ну и, как вы понимаете, тема желудей меня не отпускала. Если тема тыкв у меня более или менее раскрыта, то с желудями пока у меня засада, они были только гипсовые. Поэтому следующим декором, естественно, стали желуди. Я взяла пустые бутылки пластиковые, они легонькие, хотела сделать выход бутылок под марш Воланда, но почему-то подумала, что Михаил Афанасьевич меня как-то не одобрит в этом плане, поэтому сделала беззвучный вариант, вот такие вот обрезки бутылок, именно те, которые вот так вот конусом чуть-чуть вниз сходятся. Вот я вам их сейчас показываю, обрезаны по бортику и срезаны там, где у них пробочки были. Срезать сложно, но возможно. И дальше именно вот с этим материалом я начинаю работать. Помыла, высушила. Вот посмотрите, они чуть-чуть конусообразные, с такими приятными ребрышками. И с ними достаточно легко будет работать. Что мне было нужно? Мне было нужно их самих прогрунтовать, прокрасить и сделать для них шляпки. Шляпки я делала, опять-таки, из очень легкого материала. Я подумала, что сюда идеально подойдет у меня воздушный пластилин. Он легкий, он хорошо принимает форму, и с ним очень легко работать. Он красится, он клеится. Ну, в общем, фактически очень идеальный вариант. Вот смотрите, уже для одного я сделала форму. Как делала форму? Взяла вот эту вот фарфоровую электрическую фигню, сверху новогодний шарик, сверху придавала форму. Буквально 10 минут ждем, чтобы схватилось, и можно лепить следующий. На вот тех вот полукружиях, которые у меня были до этого, я тоже для более крупного желудя придавала форму. Фольга, чтобы держала форму, воздушный пластилин. Дальше ножничками чпок-чпок-чпок, чтобы сделать имитацию вот этой вот желудевой шапочки. И прекрасно все получилось. Закругление, нижняя часть желудя тоже делала из воздушного пластилина. Как бы изнутри его проталкивала, а потом выводила форму, приглаживала. Дождалась, когда все это высохнет, покрасила первым слоем, как всегда, белой основной краской. И сейчас при помощи такой вот мягкой шпаклевки буду сглаживать вот этот вот краешек. И дальше будет просто уже идти окрашивание. И чудесный желудь, главное, очень легкий желудь у нас получится. Чудесный полуфабрикат. Смотрите, как все окрасилось. Прекрасно окрасились и сами пластиковые части, прекрасно окрасились части из воздушного пластилина. Напоминаю, я всегда делаю сперва белую основу, а потом приступаю к окрашиванию. У нас все высохло. Я подготовила бусинки, чтобы сделать такие вот пимпочки на наших шляпках. Буду делать их при помощи проволоки. Посмотрите, у меня было всего, к сожалению, 2 таких вот конусообразных бусинки. И на третью шляпку я добавила просто крупную круглую бусинку. Они деревянные.
Все просохло, цвет держится. Остается только вскрыть лаком, сбрызнуть глиттером, и можно собирать наши желуди. И если вы думаете, что там не будет феи, зря вы так думаете. Будет. Ну что, частично моя диорамка-панорамка заполнена. Везде используется картон и ткань. И вот одну я еще не повесила, буду вешать вместе с вами. Смотрите, это просто картон, и сзади на малярный скотч приложено. Не люблю приклеивать красивые ткани, а вдруг они мне потом еще куда-то в какую-то композицию понадобятся. У меня мобильные композиции, захотела сняла, захотела одела, захотела переделала, подготовила еще какие-то картиночки, подготовила кошку, но кошка, к сожалению, на диорамку не пойдет. Повесила уже один желудь, потому что мне они были нужны реально очень легкие. Теперь понимаете, для чего они мне были нужны, такие легкие. Сделала одну вот такую вот планочку в тон подушечкам. У меня еще оставался кусочек ткани, поэтому я его сюда задействовала. И сейчас мы повесим вот это вот, что у нас есть. Давайте, если мне свет позволит, я вам поближе покажу этих желудей, эти желуди. Вот так вот они выглядят. Иня, помогай показывать. Ну, конечно. Ну, конечно, Иня, я показываю желуди, а не тебя. Желуди показываю, желуди. Вот, смотрите, какие желуди. Вот так вот они выглядят. Не утяжеленные, очень легонькие. Мне приходится поднимать все выше и выше камеру, потому что внизу стоит кош, которая требует ласки, внимания и любви. Вот так вот один. Вот так вот второй. Инечка, Инечка, контроль желудей. Так что не знаю, сдан у меня желудевый экзамен или нет, раскрыта тема желудей или нет. Ну, вот такие вот они красивые. На мой взгляд, красивые получились. И осталось здесь еще у нас пустое место. Знаете, осень, вот многие не любят. Грязь, слякоть, не знаю, какая грязь, слякоть. Да, грязь, слякоть, да, но есть и солнце, и очень яркая листва, и чего только нет. И еще осень любит шалить. Знаете, то пригоршню листьев на вас кинет, то дождиком капнет, то орех на голову приземлит. Но на то она и осень, чтобы ей шалить. Мне тоже очень захотелось, чтобы вот в этом месте появилась какая-то шалость. А давайте-ка мы ее вместе с вами сюда и появим. Не подсматривать.
Ну, как вы думаете, осень такая заслуживает вашего внимания? Посмотрите, вы только посмотрите, какие у нее чулочки. Какие у нее чулочки. И какое у нее платьишко. И какие у нее перчаточки. И волшебная палочка для исполнения ваших желаний. Вот такой вот диорамчик-панорамчик. Вот. У меня получился. По-моему, смотрится он очаровательно. Поднимает настроение. Можно лежать на диване и считать чайнички, листочки, грибочки. Все это ткань. И, по-моему, смотрится это все неплохо, быстро разбирается. Можно эту диорамку менять под каждый сезон. Камера у меня не хочет что-то вылавливать. Можно менять это все под каждый сезон. Делать зимний, осенний, весенний, какой угодно. И смотрится, по-моему, очень даже неплохо. Но люблю я хулиганить, и осень тоже любит хулиганить, а я очень люблю осень. Вот так вот. Еще у меня получилось 2 небольших уголочка здесь, в зале осенних. Их периодически почитают своим присутствием мои кошки. Но от этого эти уголочки хуже не выглядят. Я желаю вам мира, добра, благополучия. И, пожалуйста, не обижайте осень. Попробуйте ее понять и полюбить, ведь она дарит нам настолько яркие краски, которые очень благородны и очень сдержаны. Осень – это 10 вечера в пятницу, когда вы смертельно устали и просто хотите отдохнуть. Природа тоже хочет отдохнуть. Поймите это, примите и полюбите. Осень – это теплое, уютное одеяло, это шерстяные носки, это какао с печеньками, это яркие листья, это синее небо. Пусть даже это и дождь, это все равно прекрасно. И мне кажется, что Золушка, собираясь на бал, собиралась на него именно осенью, потому что вместо кареты у нее была тыква. Пусть у каждого из вас
свершится маленькая сказка этой осенью. Не торопите Новый год, насладитесь именно осенью. Ваша Наталья.